Здравствуйте, дорогие друзья и подруги по вязанию. Сегодня я хочу попробовать закрыть тему сшивания деталей на вязальной машине прямо в процессе вязания. Надеюсь, вам это видео тоже окажется полезным. Итак, для начала я свяжу образец 20 на 20. Вот я связала образец 40 на 60, 40 петель на 60 рядов, ничего с ним не делала. Не гладила, не парила, вот как есть. Теперь к нему мне нужно пришить, допустим, такую же точно деталь, такого же точно размера, с такими же характеристиками по плотности, из той же пряжи. Э, Значит, первый вариант я возьму, как написано в инструкции этой машинки. Через ряд цеплять за узелки. Вот сейчас я наберу петли для следующей детали и начну вязать. Вот я уже набрала начальный ряд для другой детали. Специально выкрутила свет, чтобы сильно не засвечивало. Можно было рассмотреть то, что я хочу с вами рассмотреть. А хочу я рассмотреть край вывязанной детали. Значит, что мы тут с вами имеем? Имеем мы узелок, протяжка, узелок, протяжка, узелок, протяжка. Вот можете у себя тоже посмотреть, если вы уже связали, у вас должно быть точно так же. Если вы специально не делали никаких манипуляций, для того, чтобы не было этого узелка, у вас будет край точно такой же. Вот я набрала петли для следующей детали. И теперь будем навешивать петли детали, с которой мы соединяем. Значит, для себя определимся, что деталька, когда мы вяжем, у нас растет вот так. Значит, и навешивать мы будем тоже вот так. Навешивать будем за узелки. Вроде бы я все проговорила. Теперь делаем. Навешиваем с противоположной стороны от каретки. Вот. На ниточка, там и каретка. Соответственно, значит, нанизываем с противоположной стороны от каретки. Вот узелок. Вот узелок. Первый узелок, не совсем понятно. Вот так вот он идет. Ага. Вот. Берем его, навешиваем. Вот так за туда вот. За язычок. Вот так вот оставляем висеть. Прокладываем ниточку. Проверяем язычки. Сейчас я чуть подальше задвину иглы. Мне кажется, недостаточно. Вот. Прокладываем нитку и провязываем в одну сторону. Это первый ряд, поэтому так туго шло. И в обратную. Дальше. Следующий узелок. Следующий узелок. Вот он у нас тут идет. Смотрю, чтобы вам тоже было это видно. Мне это видно. Это хорошо. Вот он. Вот этот узелок. И вот мы его навешиваем. За язычок задвигаем.
Прокладываем ниточку, провязываем. И в обратную сторону. Отлично. Дальше. Вот узелок наш. Вот он. Вот за эту штучку берем. Так, раз. И снова навешиваем. За язычок прокладываем нить, провязываем. Цепляем за узелок. Так вот, надеваем его за язычок. Прокладываем нить. Провязываем. И так далее. Вот половину я провязала уже таким методом. Можно видеть, какой получается шов. Вот такой вот. Не могу сказать, что он прямо такой незаметный, но по свойствам он очень приятный. Самое важное для меня его свойство – это то, что он плоский. То есть, например, в вязании носков это просто находка. После ВТО он немножко еще разгладится, сгладится, и будет вообще супер. Вот такой вот он симпатичный, такая косичка. Следующую половину я буду вязать по-другому. Здесь уже начинается творчество. В инструкции это не описано, но я собираюсь теперь подцеплять каждый ряд и в ту, и в другую сторону по одной протяжке. То есть вот мы с вами здесь остановились. Вам, конечно же, не видно. Вот. И теперь мы будем цеплять вот эти вот протяжки. Вот. Каждый ряд. Каждый ряд. Вот они. Которые идут сразу за вот первой косичкой. Вот эти протяжки. И я таким образом довяжу до конца и посмотрим, что получается. Вот я довязала. И вот смотрите. Вот такой шов получается в результате этого способа. Цеплять за протяжку в каждом ряду. Шов получается немножко более плотный, конечно, по сравнению с этим. Вот он даже более немножко выпуклый. Вот. Здесь, кажется, немножко промахнулась. Но на все будем смотреть уже после ВТО. Сейчас я хочу попробовать еще парочку способов, которые мне пришли на ум. И потом уже предметно поговорим о каждом из них. Следующий номер нашей программы я буду цеплять, как в первом случае, значит, за узелки вот эти крайние. И потом в следующем ряду, я не буду пропускать ряд, я буду цеплять за вот эту протяжку между узелками, потом узелок, потом протяжка, так в каждом ряду. Посмотрим, что получится. Вот я навесила узелок, теперь прокладываю ниточку и провязываю. Так, тут первый начальный ряд наборный косичкой, поэтому немножко туго. Так, провязала. Следующую я
надеваю протяжку между узелками. Немножко это неудобно с нашей машиной, потому что иглы выдвинуты вперед, но мы же не ищем легких путей. Так. Провязали. Следующий узелок. Немножко задвигаю я иголочку. Навесила. Проложила ниточку, провязала. Следующее идет у нас. Нить у меня всегда остается сверху, поверх вязания, ко мне. Протяжку надеваем. За язычок ее и провязываем. Дальше у нас идет узелок. Получается так, что первый был у нас узелок, каретка была с той стороны. Теперь всегда, когда каретка будет с той стороны, мы навешиваем узелок, а когда с этой стороны, получается протяжка. Я думаю, это хороший способ не запутаться в том, что мы делали. Узелок, значит. За язычок не забываем. Провязываем. С этой стороны нанизываем протяжку. Провязываем. Теперь узелок. Провязываем. Теперь протяжка. Ну и так далее. Я довяжу где-то до половинки и применю уже другой способ. Вот я довязала этим способом примерно до половинки. Вот такой получается эффект. Но опять-таки все точно будет известно после ВТО. Вот так это выглядит. И еще я хочу попробовать способ брать за протяжку, навешивать протяжку не после первой косички, а вот еще через половинку. То есть, если смотреть с лицевой стороны, вот косичка идет. Вот, если в первом там случае мы навешивали за вот эту косичку. Сейчас я смотрю, что... Ага. За вот эту косичку, то теперь мы будем навешивать за полторы косички. Просто интересно, что получится. Вот. Навешиваю ее. Навешиваю и провязываю.
Так, теперь следующую. Я уже вижу, что не сильно удобно, и, скорее всего, у меня не приживется. Может, кому-то будет полезно. Провязываем. Так, надеваем на спицу за язычок, на иголочку. И провязываем. Беру следующую протяжку. И провязываю. Тут, мне кажется, и так уже получается слишком толсто. Но если этот способ совсем не оставляет дырочек, скорее всего, он может быть полезным для сшивания, например, свитеров и кардиганов. Там все-таки толщина швов не очень-то важна. И ею можно пренебречь. Вот я довязала уже, получается, этим четвертым способом. И вот что получается на лицевой стороне. Что меня больше всего смущает, это вот такой получается рубчик. Может быть, для какой-то дизайнерской задумки он будет полезен, но пока что мне это не очень подходит, но имейте в виду, вот что получается. И пока что мне больше всего понравился вот этот вот третий способ. Я еще, сами понимаете, ничего не отпаривала. Вот так, если потом оно усядется, подвинем. Вот, получается практически идентичные петельки, как и во всем полотне. И все-таки мне по-прежнему нравится первый способ. Хотя его нельзя назвать незаметным, но вот он мне симпатичен. Учитывая все это, я хочу попробовать еще кое-что. Да, это не конец. Я хочу попробовать теперь пришивать, держа деталь лицевой стороной к себе. Тоже проведу сейчас парочку экспериментов и посмотрю, что получится. И, конечно же, поделюсь с вами. Пятый способ сшивания, который мне тоже показался интересным, это цеплять не за протяжки с изнаночной стороны, а с лицевой. То есть не забываем, что полотно надо брать снизу, не сверху, а снизу. Вот. Смотрим. Вот эта крайняя косичка. А после нее до следующей косички идут протяжки. Вот за эти протяжки. Вот они. Так вот раз. Надели. Это пусть висит. Провязываем. Так, тут за язычок.
провязали. Дальше протяжка. Где? Где моя дальше протяжка? Это, значит, нитка, которую мы вяжем, должна быть сверху, вот здесь. Вот. Следующая. Желательно, конечно, тоже заводить за носик платины. Провязываем. Дальше смотрим следующую. Надели. Провязали. Следующую. Надели. Провязали. Так, чтобы не пойти туда, куда не надо. Вот. Надели. Провязали. Одну косичку отступаем. Они, как я, вот это вот уже пошли туда вправо, влево. Вот так. Провязали. Сейчас уже полегче, несколько рядов провязано. Ну вот я довязала 5-м способом половинку. Ну, честно говоря, для меня ничего интересного не получается. Получается вот просто рубчик такой. Да, косичка симпатичная получается. Так, вот с одной и с другой стороны. Но рубчик довольно-таки ощутимый. Для окончания эксперимента я вот 6-й способ сделаю за половинку крайней косички. В первом способе, или так, какой получается, в третьем способе я делала, цепляла вот самые крайние половинки, вот эти протяжки и узелки. А теперь я буду цеплять их другие полупетли. Вот получается, это протяжка, вот этот узелок. Теперь я буду цеплять вот эту полупетлю. В общем, вот это. Думаю, вы поняли, что я имею в виду. И вот прямо сейчас я начну. Вот беру эту полупетлю. Тоже у меня получается узелок с этой стороны, а каретка машинки с этой стороны. Ну, провязываю. Дальше. Нитка у меня всегда ко мне. Не туда куда-то, не туда, а все ко мне. Дальше. Вот эта полупетля. Беру не эту часть, а вот эту. И надеваю. Так. И провязываю. Узелок. Вот он. Мы берем не узелок, а вот эту полупетлю надеваем сюда. Провязываем. Дальше протяжечка, но не край протяжки, а вот эту дальнюю полупетлю ее надеваем. Зацеплять за платину, мне кажется, здесь важно, чтобы не стягивался, чтобы петли не были слишком стянутые. Провязываем. Опять смотрим, где узелок. Его вот
вот эту полупетлю, надеваем, провязываем. Я сейчас довяжу до конца и вернусь к вам уже с результатом. Промежуточным, правда. Вот результат последнего моего экспериментального сшивания, шестого. Вот что получается. Результат немножко лучше, конечно, чем этот предыдущий, где я цепляла за одну петлю. Вот. Здесь я цепляла за половинку, но мне все равно не очень нравится, потому что получается опять-таки рубчик. Там профиль покажу, может быть, как бы не сильно видно. Понятно, о чем я говорю. Но на ощупь он чувствуется. Довольно-таки выпирающий. Сейчас все будет окончательно понятно после ВТО. Сейчас я его сделаю и вернусь к вам. Мое ВТО состоит в том, что я по-хорошему, конечно, надо было бы дать образцу отлежаться, потом постирать его в теплой водичке со специальным средством для стирки шерсти. Вот. Потом его просушить хорошо в естественных условиях. В естественных условиях я имею в виду, что не на батарее, а чтобы он сам высох. Потом его разгладить хорошо, если он не расправился. Можно разгладить и до, и после. Ну, не разгладить, я имею в виду отпарить. Отпарить или отпаривателем, или утюгом с паром. В общем, сейчас я проведу ВТО и приду к вам. Ну вот, я приглушила свет, чтобы было не так ярко, и можно было все хорошо рассмотреть. Значит, я провела ВТО. Смотрите, это первый, это второй способ. Это у нас получается третий, четвертый. Вот как они выглядят. Вот как они выглядят с изнанки. Первый, второй, третий, четвертый. Да, не перепутала. Пятый. Я что-то тут опять накрутила. Вот он как выглядит. И шестой. Нет, я вас обманываю. Вот это пятый. Потому что вот здесь косичка. А вот это шестой. Вот так это выглядит с изнанки. Такой вот рубчик. Так это выглядит с лица. В общем, я считаю, эксперимент мой закончен. И результат какой для меня? Если бы я выбирала из всех этих способов сшивания, я бы выбрала первый, тот, который рекомендован в инструкции к машине. В первую очередь за его плоскость. Он плоский, абсолютно не чувствуется. Ну ладно, чуть-чуть там что-то чувствуется, понятно. Все-таки это шов и наслоение нити на нить. Но она минимальна. И по второй причине, из-за его декоративности.
из всех вот этих способов сшивания он самый симпатичный. Получаются здесь равномерные протяжки по бокам и такая косичка. Очень даже. Ну и третий бы я все-таки выбрала способ. Он тоже практически не чувствуется. Чуть-чуть толще, чем этот. Ну, тоже практически я его не ощущаю. Плюс тоже нет здесь декоративности, ладно, но он максимально приближен к структуре полотна. Можно еще взять, так, декером повытягивать в другую сторону. Все-таки полотно было растянуто. Вот так попробовать его сделать. Ну, вот так, в общем. Ну, из всех способов вот эти два самые сказать, приличные. Ну, вот этот мне больше всего нравится. Да, он заметный. Ну и что? Зато он красивый. На этом я считаю мой эксперимент закончен. Если вы знаете какие-то еще способы сшивания, пожалуйста, напишите мне. Я обязательно хочу их попробовать. Вдруг они лучше моих. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Впереди будет еще много интересных и полезных видео. Пока!